Всем привет, друзья! Вы, как обычно, на канале «Мы в Испании». И сегодня мы находимся в городе Эльче. Это провинция Аликанте, Испания. И сегодня мы поговорим на животрепещущую тему, про которую вы сейчас узнаете. А сейчас у вас есть время поставить лайк и обязательно подписаться, кто еще не подписался. Не забывайте ставить лайк, потому что это продвигает видео и больше народу посмотрит это видео. Многие из вас слышат, и также мы слышим периодически: не ставьте солнечные панели, это обман, не занимайтесь зеленой энергетикой, из вас выкачивают деньги. И сегодня мы на двух примерах хотим вам рассказать об этом и попробовать развеять или не развеять эти слухи и разговор. Мы давно занимаемся солнечными панелями, и у нас есть несколько примеров, которые я хочу сегодня вам рассказать. Один позитивный, один негативный. Ну, начнем с негативного. У меня есть знакомый, зовут его Джон, он владелец недвижимости, скажем так, на побережье здесь, Коста-Бланка. Первоустановщик ему рассказал, какая у него будет прибыль, что у него окупится система в течение 3 лет. И вот уже прошло 3 года, я с ним как раз побеседовал, и он рассказал, что его обманули, что все это было не так, что солнечные панели не выдают столько, сколько обещали, и так далее, и так далее. Сейчас мы разберем по полочкам. Получилось так, что Джон, он вообще гражданин Соединенного Королевства и приезжает в Испанию только в зимние месяцы и проводит здесь либо месяц, либо 2, либо 3, по-разному. И он рассчитывал, что, установив солнечные панели, он будет экономить электроэнергию и окупит эту систему достаточно быстро. И получилось, что в те моменты, в зимние месяцы, когда он приезжал в свою недвижимость, он жил, его все это радовало, счета за свет были минимальные. И, соответственно, его все устраивало. Но по итогу года у него сама недвижимость находилась в простое. То есть никто в доме не жил, и он, грубо говоря, платил только за установленную мощность. И в итоге у него получилось, что расход был маленький, электроэнергия вроде бы как система выдавала, но отдавала в сеть. И Ибердрола радовалась, потому что получала и в течение года большое количество электроэнергии, выработанной от солнечных панелей Джона. А сам Джон ничего не имел, потому что он не находился дома, он не жил, и, соответственно, забрать из сети то, что ушло с сетевого инвертора, он не мог. И поэтому он расстроен, через 3 года он посчитал, у него получилось, что он потратил в то время, это стоило порядка 7 тысяч евро у него установка, и в итоге у него получилось, что он остался, не окупил это. И поэтому он всем рассказывает, что система не работает, и все это неправильно. И сейчас, друзья, второй пример, уже положительный пример. Наш знакомый собрался устанавливать солнечные панели. Это было несколько месяцев назад. И за консультацией обратился ко мне. И когда я приехал к нему домой и посмотрел, что он хочет сделать и что получить на выходе. Ну и в итоге, в результате мы решили, что у него постоянно работает насос бассейна, причем круглый год, и зимой, и летом. У него летом работают кондиционеры, готовит он у них дома газ, отопление у них часть используется газом. И в результате того, что с этого года очень цены поднялись, и в том числе и на газ, стало невыгодно, и он решил все-таки перейти на солнечную систему. Я ему порекомендовал установить гибридную систему, потому что вначале он хотел использовать, не отдавать сеть, потому что у него постоянно работает, у него постоянно есть потребители. Из дома он не уезжает, то есть живет круглый год. И в итоге мы выбрали гибридную систему, установили ему с возможностью расширения с аккумуляторами и так далее, и так далее. И в итоге в течение 3 месяцев он уже эксплуатирует эту систему, и счета уже стали, сейчас появилось уже такое нормальное солнце, и счета уже стали достаточно гуманные, он платит только за мощность, и сейчас следующим этапом мы ему будем уменьшать количество мощности на доме, потому что у него установлено 5,75, и мы хотим сделать до 3 киловатт, чуть снизить мощность, чтобы меньше платить. И в итоге система ему обошлась полностью с установкой, с монтажом, с аккумуляторами. Аккумуляторы пока не литиевые, но возможность перехода на литиевые существует. Но пока смотрим, как будет вырабатывать и какой будет результат летом.
В итоге обошлась система порядка 6500 евро, достаточно гуманно. Еще раз повторюсь, это был гибридный инвертор, то есть на инвертор приходит и сеть, и аккумуляторы, и солнечные панели. И дом потребляет сначала от солнца, потом от аккумуляторов, и если не хватает, тогда из сети. Но обычно не хватает у нас ночью или зимой, в темное время, и тариф, соответственно, маленький. Ну и в итоге по ценам, по стоимости, до установки системы счета приходили там от 150 до 300 евро. После установки системы счета снизились там от 20, по-моему, 5 до 35 евро. Ну, значительно там в разы ниже. И вот благодаря установке этой системы и благодаря тому, что человек проживает постоянно в доме, постоянно есть потребление, вот уже можно посчитать, что расчетная эксплуатация этой системы порядка где-то 3-3,5 лет. Ну вот в таком режиме. Может быть, лето покажет, что еще и выгоднее будет, еще выгодней. Ну, в итоге я вам рассказал два примера. Один негативный, второй положительный использование и эксплуатации солнечных панелей. И хочу сказать, что в любом случае для любого расчета нужен индивидуальный подход. И самое главное, что если вы проживаете в доме постоянно, круглогодично, то, естественно, это выгодно. Если вы приезжаете только там раз в год на месяц, то, естественно, устанавливать дорогостоящую систему смысла нет. Если у вас какое-то производство, если у вас оранжерея, если у вас там какой-нибудь там бизнес, в который вы каждый день находитесь на работе и вам нужно электричество, тогда это выгодно. А если в доме есть терраса, многоквартирном? Если в доме есть терраса и вы живете круглогодично, то обязательно. Но здесь тоже индивидуальный подход. Нужно посчитать необходимую мощность. Нужно ли вам отдавать в сеть, или вы установите совсем микросистему, там, условно, в районе 1 киловатта и будете потреблять ее сами. И сугубо мое мнение, конечно, будущее за зелеными технологиями, будущее за солнечными панелями. Тем более, если мы буквально там 15 лет устанавливали солнечные панели, были порядка 80 ватт, потом появились 100 ваттные, это был прям вообще прям фурор, производили они 100 ваттные, а сейчас свободно на рынке 450 ватт, и все к ним относятся уже как бы нормально, поэтому, конечно же, будущее за зелеными технологиями. Единственное, что если вы собрались установить солнечные панели, нужно обязательно индивидуальный подход, посмотреть, рассчитать. Вот. А я для себя считаю, что те мифы, которые люди говорят, что солнечные панели это обман и все такое, ну, здесь просто человек неправильно подошел и неправильно выбрал систему, которая не нужна ему была просто. Вот. Так что, друзья, пишите под видео, что вы об этом думаете. Не забывайте еще раз ставить лайк, колокольчик, подписка и так далее. До новых встреч. Всем пока. Канал «Мы в Испании».